Уважаемые дамы и господа, сегодня мы переходим к следующей теме. Тема третья – судьба и ее законы. Тема третья – судьба и ее законы. Занятие первое. Судьба. Основные законы. Судьба. Основные законы. По теме в целом. Навряд ли найдется человек, которому его судьба абсолютно безразлична. Что его ожидает через год, 2, 10, 20, 30 лет. Навряд ли найдутся люди, которым все равно. Конечно, они есть, но их мало. Да? Большинство людей важно знать, что происходит, что будет происходить. И большинство людей не очень понимают, почему происходит что-то хорошее или плохое. Они не очень понимают, что их ожидает и можно ли на это повлиять. Поэтому наша задача в данной теме, разумеется, в первом приближении, потому что каждое вот такое понятие, оно объемное, как судьба, или, предыдущие многие вопросы, сознание, они очень объемные, поэтому в первом приближении, чтобы можно было бы сформировать общую картину, что такое судьба, каким законам она подчинена, и чтобы можно было бы видеть, можно ли на нее повлиять. Если можно, то каким образом, что для этого нужно делать. То есть наша задача понять судьба, что это, ключевые законы, и какие у нас есть возможности что-то изменить в своей жизни. Да, и какие самые важные инструменты. Первое занятие сегодня мы с вами рассмотрим в целом. Следующее занятие по ряду ключевых составляющих, которые более всего на нашу судьбу влияют. По судьбе. Первое. Что такое судьба? По сути. Это то, что нас ожидает. Да, это то, что предопределено. Это есть время, день, неделя, год, много лет. И на этой линии времени что-то уже там нарисовано. Да, какие-то события уже во многом предопределены. Поэтому наша задача понять, чем они предопределены. Да, можно ли их как-то изменить. Да, то есть судьба – это то, что предопределенно. Чем она задается? Можно, конечно, сказать богами, почему бы нет. По идее, они всем должны, на все должны влиять. Но объективно, первое, чем задается – вашим программным обеспечением. Первая судьба задается тем, что вы знаете, во что верите. В конечном итоге основное, что вы способны делать и не способны делать. Что вы делаете, ваша привычка, и что вы не делаете. Первое, чем задается судьба, это вами, вашими убеждениями и вашими качествами. Поэтому судьба, конечно, удобно свернуть на богов. Да, конечно, Бог, дай мне, что ж ты не даешь? Все, я обиделся. Большинство людей так и поступают. Но нужно понимать, от чего зависит судьба. Первое, кем ты являешься. Твое программное обеспечение. Качество, убеждения, способности, навыки. И вот то, что есть в человеке, и он взаимодействует с окружающим миром, где-то он может эффективно взаимодействовать и получать позитивный результат, а что-то для него закрытые двери. Он туда не собирается входить. У него нет цели чему-то научиться, что-то понять и чему-то научиться. Поэтому большая часть возможностей в жизни для людей закрыта. Они не видят этих возможностей, и если видят, то они их не ценят, они не тренируются, чтобы что-то научиться делать. Поэтому первое, от чего зависит судьба, то, что произойдет с человеком, кто ты. Второе, у вас есть история. Вы уже что-то сделали в этом мире, и вокруг вас есть люди, обязательства, вы о чем-то договорились, где-то долги нужно отдавать, где-то выстроены те или иные взаимоотношения, да, репутация, кто вы.
как на вас смотрят. Вы приходите, к вам уже есть определенные отношения. Кто ты? Хороший, плохой, добрый, злой, надежный или ненадежный. Это уже предопределяет ответ. Вам пойдут навстречу или скажут: не хочу иметь ничего общего. Да? То есть от чего зависит судьба? Человек прошел столько-то лет по жизни, он что-то сделал, он оставил по жизни следы, хорошие или плохие. Он установил связи с окружающим миром. И эти связи будут или помогать ему идти дальше по жизни, или они направлены против него. Много обещал, не сделал, ненадежный, плохой, хамит, предположим. И они направлены против человека. Да, вот все, что есть вокруг, да, с чем взаимодействует человек, оно на данный момент запрограммировано или помогать и поднимать, или наоборот. Цель — сбросить как можно глубже, чтобы было как можно больнее. Это зависит от того, как человек прошел свою предшествующую жизнь. Да? Это не смертельно, но нужно понимать, что есть различные обстоятельства, в которых находится человек. Самые разные люди там, на работе, там, семья, родители, друзья, там, одноклассники. В зависимости от того, какие взаимоотношения, насколько они сильные, настолько они и влияют. Да, то есть есть определенная система взаимосвязи с окружающим миром, которая, опять же, настроена или за человека, или против человека. Это второй большой фактор, который влияет на нашу судьбу. Да. Можно, конечно, сказать, что есть сверхъестественное, оно есть, как бы оно-то есть, но что зависит от нас, от человека? Что в нашем сознании, какие программы, и что мы сделали в своей жизни. Вот это, прежде всего, и определяет будущее человека. И если уже система взаимосвязи выстроена, это не просто ее поменять. Если ты уже раз оступился, не просто сделать так, чтобы тебе поверили и простили. Ну, если хочет человек. Не просто изменить свою репутацию. Не просто перестроить взаимоотношения. Ранил кого-то, другому человеку не просто переступить через свою боль и поверить. Да, а вдруг будет еще больнее. Да? Поэтому перестраивать то, что есть, непросто. Но что влияет на судьбу, это то, что внутри, и то, что вовне. Это основные факторы, которые предопределяют, что же с нами произойдет. Это по судьбе в целом и от чего она зависит. Михаил Юрьевич, огромная благодарность за прекрасное занятие, в котором очень много подчеркнул для себя по поводу творчества, по поводу начальной судьбы. И вот хотелось бы рассказать про начальную судьбу. Да, вчера сидел со знакомым человеком, и зацепили мы определенную тему. И я тут прям так вот в потоке как пошел. А я вот раньше там на стройке работал подсобником, там занимался такими-то делами. Ну, перечислять не буду, наверное, на этой сцене вряд ли когда-нибудь. В общем-то, перечислял, и тут такой вопрос. Как давно это было? Я вот сижу, такое ощущение, что это было лет 10 назад. Я даже сначала сказал, говорю, лет 6, наверное, где-то назад. А потом начинаю прокручивать в голове, и было это реально 3 года назад, до попадания в систему. И вот в такие моменты вот действительно замечаешь изменения, те, которые происходят, потому что если они идут постепенно, то чаще всего мы не обращаем на них внимания и не ценим. Вот хотелось бы очень поблагодарить за те изменения, которые произошли в моей жизни. Спасибо большое. Спасибо. Михаил Юрьевич, огромная благодарность за занятие, огромная благодарность за тему судьбы. Сегодня у меня очень многое достроились те файлики, которые отсутствовали, достроилось действительно понимание, что моя судьба зависит исключительно от меня, и не надо никого обвинять, не надо ни от кого чего-то просить, ждать, надеяться, потому что этого не будет, пока лично каждый не возьмет свою судьбу в свои руки, не начнет изменять себя, свою судьбу и окружающих в том числе. Огромная вам благодарность за это.
все, кто сражается на наших занятиях. Молодцы!